Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 21 сентября и 210-й день войны. Сегодня у нас специальный выпуск новостей. Мы его решили целиком посвятить главной новости. В России объявили мобилизацию. В 9 утра Путин выступил с речью, которую все ждали еще вчера. Была объявлена частичная мобилизация. Она начинается уже сегодня, 21 сентября. В первую очередь будут мобилизованы те, кто уже отслужил и у кого есть необходимые военно-учетные специальности. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Исходя из данных о потерях, в первую очередь будут пополняться мотострелковые, воздушно-десантные и танковые войска. Сейчас самый большой дефицит этих специалистов на фронте для России. Позиционная война, длящаяся многие месяцы, уничтожила значительную часть российских сухопутных сил. В Украине воевали со всей России, включая Дальний Восток и Сахалин. Были случаи, когда моряков назначали на должности танкистов. В общем, проблемы с личным составом давно назревали, а сейчас ситуация для Путина стала критической. Юрий Павел Чиков уже опубликовал свежее мобилизационное предписание. Вот так оно выглядит. Мобилизация нужна им, потому что российская армия оказалась в тупике. Она не может больше спокойно удерживать свои позиции. Вооруженные силы Украины проводят наступление в Харьковской и Херсонской областях. После поражения под Изюмом стало ясно, что имеющимися силами захваченные не удержать, поэтому они будут в спешке сейчас проводить референдумы на захваченных территориях. Путину нужна вся Украина, но сейчас он попытается забрать то, где стоят российские войска и пределы этих областей. Ничего не получится. Война на этом, конечно, не закончится. Это не устроит ни одну из сторон. И уже традиционно в конце обращения Путин пригрозил миру ядерным оружием. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству. Чем эта частичная мобилизация отличается от общей, непонятно. Я вам скажу, ничем. Это все попытка такая всех успокоить. У нас ведь не война, а спецоперация. И вот теперь мобилизация не полная, а частичная. Это все абсолютная чушь. Не надо этим обманываться, не надо думать, что вы там в 3-м разряде запаса, а значит вас точно не призовут. Точно призовут. После Путина выступил Шойгу и впервые с марта назвал официальную цифру потерь российской армии. Не могу не сказать, естественно, мы давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. Естественно, это бред. Даже по открытым источникам уже собраны данные больше, чем про 6 тысяч погибших. И это только те, про кого точно известно. А на самом деле их намного больше, естественно. Про украинские потери Шойгу тоже сказал. С его слов, Украина потеряла больше 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч убитых. То есть погибших в 10 раз больше, чем у России. При том, что украинская армия только недавно перешла в активное наступление. То есть это тоже ложь. Тут даже не нужно никакой экспертизы, чтобы понять, что эти цифры никакого отношения к реальности не имеют. И вот еще несколько цифр от Шойгу. Он сказал, что общий мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов человек, а сейчас будет призвано 300 тысяч резервистов. Про 25 миллионов Шойгу, конечно, загнул. Это с учетом ограниченно годных и служивших 30 лет назад. Эти 300 тысяч человек, по словам Шойгу, будут призваны не все разом, а постепенно. То есть здесь не
предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро. Не верьте ни одному слову. 300 тысяч, никто этого проверить не может. Конечно, они будут хватать гораздо больше людей, потому что даже эти 300 тысяч будет тяжело набрать, поэтому будут из разных сфер брать. И да, вся Россия – это сейчас комбайн по перемалыванию людей в пушечное мясо. Вот про нынешних срочников Шойгу сказал, что им нужно не волноваться. Можно не волноваться. Пусть это расскажет матерям тех срочников, которых уже перебросили в Белгородскую область на границу, где они сидят под обстрелами, а перебросят на Донбасс, потому что скажут, что это тоже Россия, а там самый настоящий горячий фронт. И про студентов он говорит, что их мобилизация точно не коснется, а тогда какого же вы черта до этого принимали меры, чтобы студенты уходили в академ-отпуск перед тем, как пойдут служить? Вы их тоже точно будете брать. Мы открываем указ о мобилизации, который сегодня появился на сайте Кремля, и видим, что он максимально неконкретный. Этот указ фактически позволяет призвать кого угодно. Сегодня говорят, что будут призываться люди с боевым опытом и, соответственно, военно-учетной специальностью. А завтра их уже не хватит и скажут что угодно другое. И даже если у вас неподходящая категория годности, это не значит, что новая медкомиссия не сможет ее изменить. И еще любопытная деталь про этот указ. Его продублировали на портале правовой информации. И там обнаружился скрытый 7-й пункт под грифом «Для служебного пользования». Что именно они туда прописали? Да черт его знает, да что угодно они туда прописали, этот 7-й пункт. Вообще пока нет никакой конкретики. Многих, например, интересует, можно ли будет выехать из России. За несколько минут после обращения люди раскупили все прямые билеты на 21 сентября на сегодня в Стамбул и в Ереван. Никаких заявлений про выезд пока не делалось, но можно открыть действующий закон о мобилизации. И там черным по белому написано, что гражданам, состоящим на воинском учете с момента объявления мобилизации, воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссаров. Конечно, это не значит, что выехать точно не получится. Пока непонятно, как все это будет работать. Пока они там мешкаются, телятся. Это очень много вызывает реально процессов, вопросов, проблем, которые нельзя запустить по щелчку пальца. Вероятно, будет очень большой бардак. Особенно поначалу. И какие-то конкретные советы сейчас давать сложно. Но главный совет, конечно, избегайте отправки на фронт любыми способами. И если вы подпадаете под мобилизацию, ну хотя бы постарайтесь по месту регистрации не появляться, чтобы вас было труднее найти. Путин в своей речи сказал, что поручает главам регионам оказать содействие военкоматам. И главы регионов уже взяли под козырек. Вот Беглов уже создал и возглавил в Петербурге призывную комиссию. Минобороны должно сформировать квоту на мобилизацию для каждого региона. Об этом сказано в сегодняшнем указе. Скорее всего, основная нагрузка ляжет на самые бедные регионы, как обычно, а Москву будут беречь до последнего. Но сейчас уже никто не должен себя чувствовать в безопасности. Конечно, все эти кремлевские додики будут пытаться как-то утихомирить людей, сказать, что все это не так страшно. Вот, например, депутат Картополов, председатель комитета по обороне, уже начал это делать. Хотел бы подчеркнуть и, может быть, каким-то образом успокоить всех по поводу частичной мобилизации. Речь идет о призыве на военную службу порядка 300 тысяч человек. Это всего лишь чуть более 1% от общего состава военнообязанных в нашей стране. Хотите, вам открою один простой секрет, почему он так спокойно говорит. РИА Новости сегодня отдельно объявили, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации. У них броня. Но вообще это такой способ весь спустить народный гнев на депутатов, чтобы люди не отвлекались от главного. Путин принудительно отправляет россиян на войну умирать. Алексей Навальный, у которого сейчас проходит суд по иску к колонии, высказался там по поводу мобилизации. Давайте послушаем его. Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она усугубляется, углубляется, и в все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет
замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему оно не приведет и привести не может. То есть размер этого преступления и количество вовлеченных растет. И делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Сейчас понятно, что они постарались максимально его изолировать в короткие сроки и запретили нормальное общение с адвокатами, потому что готовились к мобилизации. Это уже рефлекс такой Путина, когда он видит, что есть повод для общественного недовольства, у него сразу же течет слюна, как у собаки Павлова, и он пытается заткнуть еще Алексею рот. Запад пока еще не успел толком отреагировать на новости, но вот первая реакция уже поступила от Латвии. Глава МИД Латвии сообщил, что Латвия по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации. Тут можно сетовать, говорить о том, что странное решение, с другой стороны, оно совершенно понятное. Понятно, что сейчас пустить всех пацанов в Латвию это тяжело, но я надеюсь, что Европейский Союз выработает в ближайшее время решение, как поступать, чтобы не выталкивать людей на войну с Украиной, которые хотят этого избежать. Нам же сейчас надо думать, что мы можем сделать, как граждане своей страны, чтобы прекратить это безумие. Команда Навального абсолютно точно поддерживает любые формы сопротивления вот этой мобилизации, вот этому незаконному призыву и этой кровавой войне. Любые способы. Вот если вы избегаете мобилизации, мы поддерживаем. Если вы считаете, что нужно сейчас выходить на улицу, мы поддерживаем. Если вы считаете, что нужны более радикальные действия, мы поддерживаем. Это ваше решение сейчас, и мы его поддерживаем. И, безусловно, мы в ближайшее время выработаем собственное предложение, что нужно делать в этой ситуации и что нам кажется наиболее эффективным. Спасибо за выпуск новостей. Поставьте лайк, комментарий, чтобы до большего количества людей донести то, что сейчас происходит. Это крайне важно. Спасибо большое. Увидимся.